Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. С вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю вам счастья и любви. Сегодня мы поработаем в потоке родственных душ. Недавно мы были на великолепном месте силы. У нас был виртуальный ретрит на горе Аллилуйя, Аватар в Китае. И там мы открывали портал родственных душ, портал безусловной любви 0606. И была создана практика, которая родилась естественным образом. Сегодня как раз проходит коллективная медитация. Вы можете присоединиться к ней прямо сейчас. Через 10 минут она начнется. Ссылочка есть под этим видео. Или же вы просто можете смотреть это видео сейчас, не медитируя вместе с остальными, чтобы узнать, насколько вы готовы к встрече с родственной душой. Потому что это очень высокие вибрации, и наши энергетические структуры должны быть полностью готовы к тому, чтобы воспринять такой новый уровень общения, взаимодействия, творческого союза, я бы сказала, и так далее. Поэтому сегодня мы будем с вами делать очень интересную, важную работу, творческую работу. То есть мы с вами одновременно можем и медитировать. Вы можете пройти по ссылочке, помедитировать вначале, потом посмотреть это гайдовое видео как сопровождение для того, чтобы понять, какие процессы происходили с вами, глубинные процессы, которые вы не могли вывести во время медитации на свое сознание. Или же просто посмотрите, насколько вы готовы к встрече с родственной душой. Я настраиваюсь на вас, на тех, кто смотрит меня сейчас в живом эфире или в записи, а также на тех, кто готовится пройти медитацию «Поток родственных душ 0606», которая начнется через 10 минут, и вы еще успеваете к ней присоединиться. И давайте посмотрим, в каком энергетическом состоянии находятся сейчас ваши структуры. Тем более, что мы находимся в процессе перехода энергетического. У нас с вами коридор затмений. Через несколько дней летнее солнцестояние, одна из точек силы. Мы также будем работать на горе Кайлас 21 июня. Момент, когда солнце достигнет своей кульминации. Вы можете присоединяться к нашим виртуальным турам. Для этого вам только надо написать, что вы этого желаете. Напишите под любым видео, и я вышлю вам контакты для присоединения к специальной группе Беркана. Это группа путешественников по местам силы, практиков. Итак, смотрите, у нас сразу вышел Турисас, врата, и Геба. Это как раз про близнецовые пламена, про родственные души. Мы на пороге очень важных перемен, важных событий. Ваши энергетические структуры готовятся произвести такой вот переход. Потому что Турисас – это остановись, подумай, действительно, готов ли ты или нет. Как раз очень хорошо, что у нас с вами есть такая возможность сегодня вывести на сознание наш уровень подготовки к взаимодействию, такому высоковибрационному взаимодействию. И все же я хочу сказать, что предпосылки к встрече духовного родственника, конечно, у вас есть. Либо вы уже находитесь во взаимодействии с ним, либо с группой ваших духовных родственников, потому что, естественно, у нас большая семья, такая духовная родня, это глобальное понятие, но также мы сегодня с вами будем рассматривать такое понятие, как близнецовое пламя. И здесь также может быть и встреча с близнецовым пламенем по Геба, поэтому по Турисас надо сдать экзамен, надо вывести на сознание свою готовность. Давайте же исследуем это. Давайте посмотрим, насколько вы готовы.
Это будет одновременный сеанс терапии и целительства, поэтому вы можете просматривать это видео несколько раз для того, чтобы выводить на сознание все новые и новые паттерны, необходимые для подготовки ваших структур к высоковибрационным потокам родственных душ, чтобы притянуть в свою реальность родственную душу. Но также я вам все-таки очень рекомендую, через 5 минут начнется наша коллективная медитация «Поток родственных душ». И, пожалуйста, если вы желаете, проходите по ссылочке под этим видео. У вас есть время пройти эту медитацию с нами. Ну а если вы смотрите в записи, вы также можете захотеть пройти эту медитацию до или после этого видео. Это уже на ваш вкус. Смотрите, да, действительно, точка нуля, переходная зона, сакральная, внутренняя, духовная работа. Сейчас возможно все. Дагас – это ноль пространства, это перемена, то есть это подготовка нашей реальности к входу совершенно в иной контекст, состояния и так далее. И перт – это внутренняя духовная работа, сакральная, магическая, по моделированию, по манифестированию того, что вы желаете, хотите, но это истинные ваши желания, это истинные ваши мечты. И я вижу, что вы готовы. Вы готовы, во-первых, войти в новую реальность. То есть ко мне на канал притягиваются люди очень осознанные, я к этому уже привыкла, я с вами могу говорить открыто, свободно, не понижая точку сборки сознания, чтобы быть более понятной для вас, какой-то более удобной. Я всегда говорю на своем канале открыто, свободно, потому что знаю, что вы меня правильно понимаете и четко слышите, даже больше понимаете, чем я говорю. И сейчас я могу вам сказать, что вы полностью готовы к встрече с партнером, к тому, чтобы вы встретили свою любовь, выстроили высоковибрационный союз. Нам нужно осознать урок, нам нужно осознать вот этот момент принятия решения. Сейчас идет такой момент, когда вот представьте чаши весов и абсолютное равновесие, да? Вот момент абсолютного равновесия, момент, когда жизнь поделилась ваша на до и после, но она еще не поделилась, она еще только делится. И вот этот вот момент разделения вашей реальности на то, что было и то, что будет, это состояние здесь и сейчас. Сегодня прекрасная зона, такая переходная, сформирована пространством, чтобы мы могли с вами работать по привлечению духовного партнера, по привлечению любви в вашу жизнь. Ну что ж, не забудьте поставить лайк сразу для того, чтобы войти со мной в энергообмен, чтобы ваши, так сказать, структуры понимали, что это именно адресно для вас идет информация. Для этого контакт, элементарный лайк, подписка на канал, может быть, вы захотите что-то написать в чате или под этим видео. Такой контакт, такое взаимодействие позволяет реальности осознавать, что вы находитесь в процессе именно здесь и сейчас. И это процесс призыва вашей родственной души, либо, если она уже рядом с вами, это процесс осознания того, что мы едины, что мы и есть духовные родственники. Ну что ж, я вижу, что вы готовы. И в то же время я прекрасно понимаю, что некоторые из вас сейчас выберут пройти вначале медитацию, которая начнется через 5 минут. А если вы только что услышали об этом, проходите по ссылочке под этим видео, вы можете приступать к медитации. А это гайдовое видео вы сможете посмотреть после медитации, чтобы вывести на сознание, какие процессы сакральные происходили с вами во время медитации. Эфир целительный, эфир такой погружающий, поэтому сам по себе эфир этот будет медитативный. Я нахожусь в таком трансовом медитативном состоянии. Я веду одновременно группу медитирующих и одновременно работаю с теми, кто смотрит меня в живом эфире, либо в записи.
Итак, я считываю ваши пока состояния, глубже настраиваюсь на вас. Хорошая энергия. Во-первых, есть ощущение дружбы, сотрудничества, есть ощущение группы. Да, вот уже пошло сознание единства. Вы уже сейчас находитесь в состоянии, в принципе, предвкушения. То есть вы понимаете, даже вот нулевой аркан здесь, да, открытость новому. Вы понимаете, во-первых, что пришло время осознать в первую очередь, кто я. Вы понимаете, что тот, кто будет рядом с вами, либо этот человек уже является вашим родственником, может быть, мужем и женой. Вы должны осознать в первую очередь свою миссию и себя. Здесь вообще история о том, что мы не можем осознать, кто рядом с нами, насколько нам человек духовно близок, да, либо нет, этот человек не близок, не родственен нам, если мы не осознали корни своей духовности, да, какие-то высшее свое предназначение, свою миссию. Вот если с этим у нас еще какие-то вопросы, да, то сложно оценить, кто рядом с нами, насколько его цели и задачи, его души, да, совпадают с целями и задачами нашей души. Но очень хорошие энергии от вас идут. Во-первых, вы дружелюбны, вы, понимаете, настроены на серьезные отношения, воспринимаете многих людей очень, скажем, тепло, вот какое-то тепло здесь идет. И момент, смотрите, вот выбора и перехода, у вас чего-то касается здесь сейчас состояния выбора и перехода. Вот интересно, что это? Или это нам показывают такой момент, когда душа просто застыла в предвкушении, да, чего-то нового. Нет, я вижу здесь какой-то внутренний трепет и, может быть, даже небольшое смятение. Давайте выводить на сознание, чего касается это внутреннее смятение такое небольшое. Ну что ж, наша группа медитирующих отправляется в полет. И вы еще успеваете к нам присоединиться по ссылочке под этим видео, если вы хотите медитировать вместе с нами. Медитация «Поток родственных душ» 0606, когда мы работали на скале Аллилуйя Аватар в Китае, открывали портал родственных душ. Эта практика возникла спонтанно, естественно. Она не обработана никак, она просто взята с места силы, и я наложила ее на музыку. Таким образом получилась медитация, очень сильная и с высокими вибрациями. Очень рекомендую вам ее пройти. Да, есть некая неисцеленность, есть. Все-таки, смотрите, будем исцелять. Здесь сегодня мы будем с вами исцелять некий опыт. Что-то не сложилось. Вы знаете, какие-то отношения не сложились, не случились. Возможно, большой был вытрачен ресурс на эти отношения. Возможно, вы сейчас находитесь в состоянии выбора, вот отношения, в которых вы находитесь, завершать их или нет. Потому что сейчас я вижу, что выбор – это основная тема. И пишут девочки, полетели, да, молодцы, полетели. Наши полетели, мы продолжаем с вами расклад,
который будет сопровождать медитирующих и выводить на сознание и то, что происходит с теми, кто медитирует, и с теми, кто выбрал для себя просто смотреть, как это исцеляющее видео для вывода на сознание. Значит, смотрите, у вас есть опыт, который не до конца все-таки исцелен. Вы вообще-то потенциально готовы, вы хотите раскрыться к новому, но несколько таких царапинок на вашем сердце, которые оставили прошлые взаимоотношения, либо, еще раз повторюсь, те отношения, в которых вы сейчас находитесь, вам нужно отпускать и прощать. Давайте посмотрим сценарий. Итак, сценарий, который нам нужно переводить в опыт. Да, убирать эмоциональную составляющую и переводить в опыт. Понятно. Вы знаете, здесь идут завышенные ожидания. У вас есть идеализация. Знаете, это очень сложно остаться в рамках, потому что когда мы думаем о родственной душе, когда мы думаем, это всегда очень высокие вибрации, когда мы думаем о духовной родне, мы идеализируем очень сильно эти отношения. И вы знаете, вот это как раз может помешать выстроить взаимоотношения с вашим духовным родственником, либо с близнецовым пламенем. Если вы будете выстраивать такие сладкие для себя картинки, что вы будете просто вот как два голубка, да, никогда не ссориться, у вас будет все абсолютно идеально везде, и вы будете желанны друг для друга, у вас родится замечательный ребенок, и будет верность, будет какая-то благость, и будет только вот самое позитивное, только великолепный духовный рост, да, то тогда вот эти вот как раз замки такие, они очень быстро могут разрушиться. Мы будем исцелять вашу некую наивность, такую эмоциональную незрелость, которая не готова встретиться с реальностью. То есть давайте будем более реалистами, потому что, ориентируясь на такой паттерн, на мысли таким шаблоном, вы можете не заметить, что рядом с вами находится сейчас в данный момент ваш духовный родственник, ваше близнецовое пламя, либо просто при встрече вы увидите недостатки в этом человеке и огорчитесь, понимаете? То есть вот здесь такой момент. Давайте трезвее, потому что, ну, хотя бы потому, что вы прекрасно понимаете, что вам тоже есть над чем работать. А значит, и ваш партнер тоже будет не идеальный. Итак, ваша готовность встретить духовного родственника, я считаю, стопроцентная, за исключением перебора с идеализацией по поводу этой золотой минуты, когда вы осознаете, что рядом с вами ваша духовная родня. Я открываю портал погружения. Если вы не медитируете, вы можете откинуться немножечко на спинке кресла, стула или прилечь и расслабиться. Вам не обязательно закрывать глаза, но постарайтесь расслабить ваше тело, не напрягайтесь. Потому что сейчас я открываю портал родственных душ.
0606. Это коды портала. Они работают всегда, когда вы вспоминаете аркан влюбленные, например, да? Каждый аркан – это дверь. Дверь в определенный портал. Ну что ж, портал открыт. Энергии сразу нам дали очень много. Для материализации нужна энергия. И давайте мы сейчас будем эту энергию заземлять. Все у нас сейчас пространство дышит переменами. Дышит пониманием того, что все меняется очень стремительно, может быть не очевидно, но быстро одновременно. И все меняется к лучшему. И что интересно, здесь в этой энергии нет самоустранения от изменений, в смысле того, что вы берете полную ответственность за эти перемены на себя и даже являетесь их инициатором. То есть портал сейчас родственных душ говорит о том, если вы готовы сделать шаг вперед, делайте его первым. Ну что ж, пишите я готова сделать этот шаг. И давайте войдем в портал 0606, портал родственных душ. Прекрасные энергии Манас и Лагус. Нас слышат, и вы можете сейчас, в принципе, уже манифестировать вашу мечту, ваше желание, вашу цель. Естественно, что сегодня наша цель и желание для всех – это обрести единство со своей духовной роднёй, с одним из ваших духовных родственников, создать творческий союз. Благодаря таким союзам, в принципе, и развивается планета Земля, эволюционирует матрица. Матрица имеет много уровней, и вот как раз такие творческие союзы мужчин и женщин, обратите внимание, что нам показывают мага, да, и жрицу. Такие творческие союзы, они создают матрицу пятимерную, да. Как они ее создают? Они создают ее своими мыслями, своими чувствами, своими поступками, своими творческими проектами. Они формируют матрицу нового уровня. И поэтому для планеты очень важно, чтобы как можно больше людей встречали свою духовную родню. Ну, я с осторожностью хочу вам сказать, говорю о близнецовом пламени, потому что теоретически, конечно же, можно встретить и свое близнецовое пламя, но практически можно так сказать, что осознать близнецовое пламя, что это действительно оно, и ты его встретил, мы можем только раскрыв 7-й коронный центр полностью. Поэтому, знаете, может быть, вы и находитесь уже прямо сейчас рядом со своим близнецовым пламенем, но только осознать это вы сможете, раскрыв 7-й коронный центр. Поэтому давайте пока остановимся на том, что какую-то духовную родственность в той или иной степени, так или иначе вы готовы уже осознавать. На любом уровне осознанности вы готовы осознавать, что эта душа ваша родная душа, что она вам близка, что вас многое соединяет. Давайте-ка мы с вами исследуем энергетический процесс, который происходит с вами, когда вы думаете и посылаете из своего сердца вибрации в космос с призывом, чтобы встретить родственную душу, либо осознать, что она уже рядом. Давайте посмотрим, какой энергетический процесс идет в этот момент. Выведем на наше сознание. Что происходит с вами, когда вы думаете о таких высоких вибрациях, и когда вы их осознаете и посылаете их в пространство? Что происходит с вами?
Ну, я могу вам сказать только, что вы не до конца хорошо ощущаете этот процесс. Достаточно, вот в теле, да, вы скорее его ощущаете в теле, но вот в сознании, да, осознавания, да, какого-то я здесь пока не вижу. Но ваше тело очень хорошо воспринимает энергетические потоки, да, вы чувствуете энергии, чувствуете эмоциональную наполненность, вам приятно, радостно, чувствуете вот какой-то прилив сил, да, вот у вас ресурсное состояние всегда, когда вы входите в поток родственных душ. То есть, но больше это касается, как-то я чувствую, тела. Тело реагирует очень хорошо. На огненные потоки вы реагируете. То есть я смотрю, что в основном сейчас идет подготовка физических тел. Потому что если тело не готово к взаимодействию, да, с родственной душой, то, конечно, физического контакта не происходит. Да, вы чувствуете наполненность. Во-первых, у вас прямо, знаете, такое состояние даже легкого транса здесь идет. Вы манифестируете очень ярко. Вы чувствуете, вы понимаете, чего вы хотите, вы знаете, чего вы хотите, и вы призываете. Вот призыв здесь очень от вас чувствуется. Я пока не чувствую, чтобы вы чувствовали отклик. Да, вот отклик, насколько вы слышите родственную душу. Давайте призывать родственную душу вместе. Я обращаюсь к вашим родственным душам, либо к вашей родственной душе избраннику. Я обращаюсь к вашему близнецовому пламени, кто сейчас отзовется, и прошу проявиться здесь и сейчас во всей своей силе и власти. Есть присутствие. Есть. Контакт с душой есть. Да, есть. Да. Вы знаете, здесь больше мне показано, что вы и ваша родственная душа могут находиться немного в разных, энергетических состояниях. И вот по этой причине может не происходить либо ваша встреча, либо если вы уже встретились, то может не происходить взаимопонимание. Сейчас посмотрим, какой сценарий между вами, и будем выводить его на сознание. То есть одна из родственных душ наполненная такая, да, а другая как-то опустошена в данный момент и немножко сосредоточена на себе. Вот когда вы общаетесь, вам полезно общаться, конечно, хотя бы в медитациях. Может быть, да, вот все-таки дар прощения. Смотрите, очень часто родственные души проходят сложные сценарии кармические, проходят через предательство. Обучение не бывает без каких-то таких, не люблю слово ошибка, да, но такой болезненный опыт, он может быть при обучении. И две души, когда они проходят путь, то может быть
Вот здесь ощущение такое, что одна душа должна простить другую. Вот этот момент, смотрите, давайте выведем на сознание этот момент, потому что неважно, рядом вы с этой родственной душой сейчас, либо вам предстоит эта встреча, вам нужно заранее простить, потому что если вы не простите, у вас может повториться тот же самый кармический сценарий, а это ни к чему. Так, давайте посмотрим, чему вы должны научиться. Еще раз повторюсь, что неважно, вы уже рядом со своим духовным родственником, да, или вы только встретитесь. Если вы встретитесь, тем более вам полезно узнать о том, какой опыт вам необходимо осознать, пройти. Может быть, вы виртуально сможете пройти этот опыт. И смягчится ваш жизненный урок, когда вы встретитесь. Давайте посмотрим, чему необходимо вам научиться вдвоем. Сложнейшая ситуация как раз-таки не впадать в состояние жертвы, поменять свои установки по поводу жертвенности. Да, нужно исцелить прежде всего желание жертвовать собой ради любимого человека. Вы знаете, когда рядом с нами родственная душа, это очень сильное чувство. Нам хочется, ну, мы бы жизнь отдали, да, ради этого человека, даже не задумываясь. Но это не требуется. Это не требуется, потому что здесь нужно по-другому. Сейчас мы будем брать. Как будто бы, знаете, когда вы говорите об этом, думаете о том, что вы бы пожертвовали всем, вы бы отдали все, вот такие мысли, они уже закладывают то, что этот момент придет, и вам придется жертвовать. Знаете, вот этот излишний идеализм, за ним следует жертвенность. Наутис еще раз. И вот он, Торисас. Теперь понятно, почему. Смотрите, Торисас у нас выпадал в самом начале в настройке. То есть все начинается с того, что вы полностью исцеляетесь от состояния нелюбви к себе, умаления себя. Вам нужно выйти в дагас, в равенство. В равенство. Вот здесь опять про идеальное отношение к вашему духовному родственнику. Превозносить духовного вашего родственника нельзя мысленно, ставить его как бы на ступеньку выше себя. Вообще у нас принято, вот когда мы влюбляемся, это считается у нас нормально. Когда мы влюбляемся, мы кого-то начинаем идеализировать и ставить выше себя. И за этим уже идет жертвенное поведение. Поэтому только равенство. Вот этот важный момент, этот важный инсайт, пожалуйста, осознайте, он очень глубокий. Если вы влюбляетесь до умопомрачения, в том смысле, что забываете себя и свои как бы интересы, вы уже ставите на второе или даже на 22 место, то вы рискуете опять проиграть кармический сценарий, который кончится очень плохо, в том смысле, что вам придется отрабатывать ситуацию, где вам многое придется прощать. Я считаю, простить себя очень тяжело. Это самое сложное. Сценарий, когда вы долго замалчиваете свое недовольство
свои эмоции скрываете, не делитесь вашими эмоциями, впадаете в зависимость от вашего партнера, либо пытаетесь манипулировать вашим партнером. То есть две крайности. Это знаменитый сценарий палач и жертва, когда, во-первых, это созависимые отношения с точки зрения и сексуальной созависимости, то есть здесь и эмоциональная созависимость. Ну, смотрите, очень опасный сценарий. И вот видите, говорим о духовных родственниках, говорим о партнерах, о высоковибрационных таких отношениях. А посмотрите, через какие испытания приходится проходить рядом с родственной душой. То есть вы должны понимать, что даже если вы сейчас находитесь уже в созависимых отношениях, или они у вас были, это совершенно не означает, что рядом с вами не была родственная душа. Просто вам нужно, наконец, осознать вот этот сценарий. Конечно, это родовая кармическая ситуация. Естественно, что лучше всего вскрывать кармические ситуации через индивидуальную матрицу. Она есть у каждого. Я выстраиваю такую матрицу. Кому нужно, обращайтесь. Но вам нужно заменять эти коды созависимых отношений на, видите, на коды любви, счастья, на умение проявляться. Самое главное, проявляйтесь. Любое проявление – это замечательно. Давайте о себе какие-то сигналы, давайте о себе информацию, пространство. Заявляйте, чего вы хотите, какой вы, покажите. Не вводите партнера в заблуждение, не пытайтесь стать лучше, потому что когда вы его уже поставили на ступенечку выше себя, вы все время к нему как бы тянетесь, да? Вам хочется дотянуться до него, стать достойным, да? Выслужиться как-то. Итак, вот этот сценарий надо исцелить. Давайте посмотрим, что для этого еще необходимо. Ну вот, очищаемся, меняем шаблоны поведения. Здесь вплоть до физического тела доходят многие программы, поэтому сейчас идет с вами работа. Чистка идет, работа с каналом изобилия. Второй центр сейчас очень мощно прорабатывается. Маг. Включается ваша сила и новое рождение. Ну вот и пошли коды целительские, коды обновляющие. Медитация у нас почти что уже завершена, она подходит к концу. И я беру руны исцеления для вас. Эти руны вы можете использовать потом для настройки на канал родственных душ. Они будут исцелять эти вот программы, которые мешают встрече, да. Кто работает с рунами, тот понимает, насколько мощно руны работают в пространстве. Итак, руна исцеления для вас. Радость. Лагус. Лагус – это прекрасная руна встречи. Как раз вот радость встречи родственных душ. Насколько прекрасная вот эта энергия, Вонью и Лагус, вы себе не представляете. Это идеальная эмоциональная совместимость, чувственная совместимость, понимаете, душевная. Потому что ты можешь быть собой, и ты всегда правильно понят. Вот что важно. Настраивайтесь на энергии исцеления. Так. Прекрасная и сексуальная совместимость, и мощное, гармоничное энергетическое взаимодействие по всем центрам, сверху вниз и снизу вверх. То есть посмотрите, вам сейчас уже уготована встреча. Действительно, по Альгиз, вы понимаете, этот процесс, он займет какое-то время, но он уже, в принципе, на пороге, он уже запущен. Поэтому вот эти
руны берите и пишите под ними, что вы манифестируете встречу со своей родственной душой, вы просите высшие силы подать какой-то знак, дать вам какой-то внутренний толчок, внутреннее осознание, инсайт, чтобы вы узнали вашу родственную душу, чтобы вы ее почувствовали. Ну а на какой урок обратить внимание, вы уже только что поняли. Ну и давайте я вам возьму еще рекомендацию, потому что данную медитацию я обычно рекомендую сделать не менее 6 раз. В ней коды 0606. Если вы сделаете ее 6 раз, то будет очень хорошо. Итак, как будет работать этот став рунический? Ну, видите, он будет работать по моделированию. По моделированию выгрузка пойдет программ. Да, он будет замещать, видите, программы, которые нам нужно выгружать. Да, он будет загружать новые программы. Вот особенно убирать вот это холод, недопонимание друг друга, желание уйти в себя, да, то есть неспособность коммуницировать. То есть вот этот став прекрасно работает, чтобы убрать коды недоверия, эмоциональной, ну, эмоциональной холодности какой-то, эмоциональной нераскрытости. Тут неумение коммуницировать. Но это неумение, я бы сказала, это скорее через травму пришло это неумение. Прекрасный став для того, чтобы изменить существующую ситуацию и манифестировать встречу двух родственных душ. Очень обнадеживает третий аркан императрица и маг. Потому что посмотрите, какие здесь потрясающие вибрации, какая здесь мощная манифестация. Настраивайтесь на это исцеление. Я вам желаю всех земных благ. Я желаю, чтобы вы встретили как можно скорее свою родственную душу или близнецовое пламя, чтобы вы осознали, что рядом с вами родственная душа уже сейчас находится, есть, смогли гармонизировать взаимоотношения. Видите, какая внутренняя борьба у вас идет периодически, истощающая, видите, изможденная такая ситуация. Да. Здесь очень много внутренних блоков и страхов. И смотрите, вся причина только внутри. То есть для того, чтобы вы смогли жить долго и счастливо со своей родственной душой, вам нужно всего лишь навсего убрать один единственный вот этот кармический сценарий, палач и жертва, созависимые взаимоотношения и ситуация вот по дьяволу, манипулятивные отношения и так далее. Приходите, кому надо, на индивидуальные консультации, потому что, конечно, это глубочайшие психологические темы. Я всегда с удовольствием помогаю тем, кто обращается. Очень люблю я свой творческий труд и призываю вас работать и самостоятельно, и вместе со мной. Смотрите, пожалуйста, на моем канале все про матрицу. Откройте, пожалуйста, плейлист «Записная книжка мага» и посмотрите о том, как важно знать, какие коды у вас находятся в вашей индивидуальной матрице. Это очень помогает вам осознанно жить. Ну что ж, благодарю вас за внимание, мои дорогие друзья. Вижу, что вы пишете мне, вы уже вернулись из медитации. Здравствуйте, Михаил, Юлия, Татьяна, Ольга. Ольга пишет: божественная медитация, благодарю всех и вся, всем света и любви, люблю вас. И я вас люблю, мои дорогие родственные души. До скорых встреч, с вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Пока-пока.